Приветствуем наших подписчиков и гостей нашего канала. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами уделим внимание стрижке волос и поговорим о том, что вам нужно сделать с волосами, как правильно сделать стрижку волос, чтобы в вашей жизни произошли кардинальные изменения. Как вы с помощью волос вы можете привлечь изобилие, достаток и благополучие. Давайте, друзья, вместе с вами далее все более подробно будем разбираться. Прямо сейчас, друзья, ставьте лайк этому видео. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Также всех хотим поблагодарить за донаты, которые вы нам отправляете, друзья. Нам очень приятно. Женские волосы окутаны мистикой, тайной, и на протяжении ряда лет многие пытались рассказать, что же на самом деле представляют из себя волосы и откуда у них такая сила. Но пока сделать это не удается. Есть предположение, что волосы – это энергетическое продолжение нашей нервной системы. В современной жизни человек не задумывается о функции волос, так как занят другими, на его взгляд, более важными делами. На самом же деле энергетика волос тесно взаимосвязана с энергетикой волос. Наукой и временем доказано, что волосы имеют память. Жизненная сила человека увеличивается от того, что волосы способны активно накапливать в себе энергию. Это своеобразные антенки, которые, получая энергию из Вселенной, подпитывают биополе человека, передают любую информацию в мозг. Любые действия с волосами имеют большое значение и могут изменить жизнь как в лучшую сторону, так и в худшую. Поэтому, если вы задумали подстричь волосы, изменить их цвет, обязательно нужно придерживаться определенных правил, чтобы не внести в свою жизнь такие коррективы, от которых не так просто потом будет избавиться. Стрижка волос – это один из сильных ритуалов, который способен оказать влияние на то, что происходит в вашей жизни. Категорически запрещается стричь себя самому. Этим действием наносится вред вашему биополю, создается энергетический дисбаланс, а самостоятельная стрижка негативно скажется и на вашем здоровье, и на вашей жизненной силе. Подстригая себе волосы, можно лишиться удачи и финансового благополучия, а также красоты как внутренней, так и внешней. Если незамужняя девушка будет себя сама подстригать, то она таким действием рискует остаться на всю жизнь одинокой. Не стоит подстригать волосы самостоятельно и своим родственникам. Дети не должны стричь родителей, чтобы не укоротить их жизненный путь. Родителям не стоит стричь собственных детей. Например, если мать будет подстригать свою дочь, то таким действием она лишит ее счастья, семейного благополучия, а если будет подстригать сына, то таким действием лишит его сил, уверенности и нужных энергий. И здесь то же самое касается и того, если отец будет стричь детей. Только мужчина таким действием еще и перекроет энергетические каналы, что скажется очень неблагоприятно на жизни детей. Нельзя жене стричь мужа. Отстригая волосы, можно деформировать его биополе, что поспособствует общему недомоганию. В его жизни из-за этого притянутся неудачи и проблемы, а также это может привести к измене, вызвать сильную ссору у супругов. Нельзя подстригаться самостоятельно женщине в положении, чтобы не нарушить энергетическую связь с малышом. Обрезая волосы в такой момент, женщина может лишить из себя жизненно важных сил, что негативно скажется уже на ее жизни. Если вам нужны действенные изменения в жизни, и вы хотите избавиться от чего-то неприятного, гнетущего, переживания не дают вам спокойно жить, то подстригитесь у проверенного парикмахера, имеющего хорошую энергетику. Если хотите, чтобы волосы подольше оставались желаемой длины, подстригитесь на убывающую луну. А если же вы хотите обновить волосы и снова их отрастить, то подстригитесь на растущую луну. Не стоит стричь волосы во время лунного и солнечного затмения, так как такие дни ослабевают биополе человека, его защитные силы, поэтому таким действием можно принести только себе вред, ослабить свое биополе, а также вместе с волосами частично уйдет и энергия, что негативно скажется на самочувствии человека.
Когда же чаще всего хочется изменить имидж? И вот несколько причин для этого. Развод или разлад отношений со своей второй половинкой. И такая душевная рана залечивается с трудом. Поэтому, чтобы изменить что-то в своей жизни, человек решается кардинально изменить себя. Сделать стрижку, и это осознание приходит ему уже на энергетическом уровне. Человек также может быть и недоволен своим внешним видом, что вызывает всплеск негативных эмоций. Он раздражается по поводу не той стрижки, не того цвета волос, и, соответственно, он стремится к усовершенствованию. Такое происходит, когда человек подхватил негатив, и волосы начинают на это указывать. По какой-то причине, произошедшей у человека в жизни, возникает депрессивное состояние, невроз, апатия, и он чувствует, что ему нужно начать менять что-то в своей жизни. И, конечно же, на подсознательном уровне эти происходят изменения с волосами, так как он чувствует, что ему нужно убрать негатив, который на них скопился. Не нравится вам, что волосы у вас тусклые и медленно растут? Тогда в этом случае подстригитесь на растущую луну. А если вы мечтаете о том, чтобы они стали более здоровыми, густыми и красивыми, опять же, растущая луна вам будет в помощь. К нам дошли учения, что любые перемены к лучшему связаны с волосами, поэтому многие люди начинают экспериментировать с ними. Стрижка, окрашивание, завивка, красивая прическа или укладка. Считается, что такие действия не только улучшат настроение, но и принесут в жизнь положительные и благотворные изменения. Считается, что стрижка не только улучшит внешний вид человека, но и принесет позитивные перемены. Повысится его статус, так лучше он приживется в своем окружении, станет более привлекательным для своих знакомых. Стрижка, соответствующая современной моде, придаст уверенности в себе. Подстригая волосы, удастся избавиться и от прошлого, которое тянет человека назад, мешает совершать новые шаги и, соответственно, негативно влияет на будущее. А также, что немаловажно, откроет новые дороги и перспективы для человека. Какие же основные плюсы стрижки? С помощью короткой стрижки можно избавиться даже от разрушительного негатива, который накопили волосы, когда вы попали в неприятную ситуацию или беду. Появится легкость, так как вы освободитесь от тяжелых мыслей, которые связаны с прошлым. Изменится общее энергетическое состояние организма, ощутится прилив жизненной энергии и сил. Стрижка, сделанная в неудачное время или же не у чистосердечного человека, может неблагоприятно отразиться и на жизни данного человека. Чтобы не притянуть проблемы в свою жизнь, нужно изучать все правила, что можно делать с волосами в каждый из дней недели. Выбирать нужно наиболее подходящие для стрижки и манипуляций с волосами дни недели. Давайте мы с вами начнем с понедельника. Итак, понедельник – это день очень удачен для кардинального изменения имиджа. И если сделать стрижку в этот день, то вместе с обрезанными волосами уйдут любые проблемы, плохое настроение и депрессивное состояние. Все, что вы надумаете сделать с волосами в этот день, окажется удачным. А если вы задумали подстричься и изменить цвет волос, это очень подходящий для этого день. Далее вторник. Во вторник можно стричь посеченные кончики волос. Подправить челку – это простое действие, поможет вам притягивать к себе новые благоприятные энергии. Помогут избавиться от рутины, разнообразят вашу жизнь, сделав ее более яркой и успешной. Далее среда. Среда подходит для людей, которые занимаются интеллектуальным трудом. Они могут использовать этот день с пользой для себя, у них расширится круг знакомств, поступят новые впечатления, а также появится возможность получения новых знаний, укрепится нервная система и улучшится память. Далее, друзья, у нас с вами четверг. Посещение парикмахера в четверг поможет вам укрепить родственные связи, познакомиться с нужными людьми, которые занимают, например, какой-то важный пост, что будет способствовать карьерному росту, а также поиску хорошей и высокооплачиваемой работы. А также возникнет возможность встретить хороших знакомых, с которым была утеряна связь. Этот день выбирают те, кто хочет чего-то достичь в жизни, зная, что им нужно добиться стабильного
оптимального финансового положения, наполнить жизнь успешными делами и благосостоянием. Далее пятница. В пятницу можно стричь волосы, а можно и не стричь волосы. Ведь никому не захочется испытать на себе, как отразится такая процедура на его жизни. Так как вместе с волосами можно отстричь и положительные энергии, которые помогают вам притягивать в вашу жизнь все то, что делает ее счастливой и радостной. Но если все же вы решитесь, обязательно учитывайте влияние Луны. В данный день хорошо делать прическу, и это поможет притянуть в жизнь обязательно хорошие события, которые подарят вам прекрасные эмоции и сделают вас более счастливым человеком. Далее суббота, и суббота это очень хороший день для стрижки волос. Отстриженные волосы изменят вашу жизнь в лучшую сторону, исчезнет плохое настроение и то, что способствовало ему. Появится прилив сил для покорения новых вершин. Волосы быстро отрастут, станут гуще и не будут сечься, появится здоровый блеск, и это действие поможет сделать также и ваше энергетическое поле более сильным. Перед тем, как сесть в кресло к парикмахеру, загадайте свое самое сокровенное желание. При этом проговорите обязательно такие слова 3 раза. Этот парикмахер меня когда стрижет, каналы сильные и мощные открывает, а это помогает, желание заветное мое воплощает. Благодаря такому простому действию, то, что вы загадаете, очень скоро сбудется и обязательно порадует вас. А вот воскресенье не очень подходящий день для стрижки. Можно спугнуть свое благополучие и лишиться денежной энергии. Но если вам во всем не везет, то чтобы прервать вот эту полосу невезения, неудач, используйте для этого именно воскресенье. В парикмахерскую в воскресенье вводите обязательно с левой ноги. После этого, трижды улыбнувшись, в этот момент про себя скажите такие слова. «Не я нарушаю энергетику этого дня, судьба меня на этот шаг толкает, хочу негатив из жизни убрать, чтобы он перестал на меня влиять. Волосы состригу, светлые и сильные энергии к себе притяну». Таким действием вы разрушите энергетическую связь с существующими проблемами. Если вы знаете, что вы можете распереживаться и забыть, как правильно проводить эту практику, то потренируйтесь дома, а после этого уже идите в парикмахерскую и обязательно сделайте так, как мы вам говорим. Также запомните раз и навсегда, не рекомендуется подстригать волосы в свой день рождения. Это нужно делать заранее, чтобы не отстричь свое счастье и удачу. Не стригитесь вечером после захода солнца, иначе можете лишиться финансового благополучия и успеха во всех делах и начинаниях. Не делайте это и в большие церковные праздники, чтобы не приобрести проблемы со здоровьем. Не стоит стричь волосы и перед экзаменом. Чтобы успешно сдать его, состригая волосы, в такое время вы ухудшите свою память. В самый неподходящий момент появится возможность забыть все то, что вы выучили и к чему вы так долго готовились. Вы должны помнить о том, что стрижка способна изменить не только ваш внешний вид, но и всю вашу жизнь, поэтому придерживайтесь определенных правил. Не доверяйте, пожалуйста, свои волосы кому попало. Вы должны знать, что подстригая вас, парикмахер оказывает прямое влияние на ваше биополе. С приходом в парикмахерскую стоит выбрать не только модную желаемую стрижку, но и парикмахера. Он должен быть энергичным, жизнерадостным человеком. Подойдя к нему, вы должны ощутить спокойствие и комфорт. Тогда и изменения в вашей жизни произойдут только в лучшую сторону. Если же вас будет стричь унылый, инертный человек, то какой энергетический заряд вы от него получите, точно такой же. Чем старше парикмахер, тем более сильное влияние он может оказать на ваше биополе. Если вы привыкли все свои проблемы решать сами и не любите, когда на вас оказывают давление, то вы должны выбрать себе парикмахера либо одного с вами возраста, либо моложе, дабы не испытать на себе действие чужого биополя. Если вас на каком-то этапе преследует полоса невезения, выберите известного мастера. У такого человека сильное биополе, и пусть даже стрижка обойдется недешево,
но после его посещения ваша жизнь резко изменится в лучшую сторону, и все проблемы и неудачи обязательно останутся позади. Если вы еще это сделаете в правильный день недели, вы определитесь с тем, чтобы вы больше хотели притянуть дополнительно в свою жизнь, то ждите, что это все в скором времени в вашей жизни произойдет. Стригите свои волосы в нужные дни недели. Используйте правила, связанные с ними. Если вы будете все делать правильно, то вы сможете избежать негативных моментов в вашей жизни. Стрижка в благоприятный день способна не только изменить положительно вашу внешность, но и благоприятно повлиять уже на вашу энергетику, а значит и на жизнь в целом. Окружит вас светлыми и сильными энергиями, что даст вам возможность осуществить обязательно все то, что вы только задумаете, при этом с легкостью и без каких-либо проблем. Поэтому, девочки и мальчики, обязательно используйте эти знания себе во благо. Ну а прямо сейчас ставьте лайк этому видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. Обязательно делитесь этим видео с теми, кому вы знаете, что это видео и эта информация будет полезна и важна. Но прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Друзья, всех вам мыслимых и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.